Фельдмаршал Паулюс – попсовая фигура. В том смысле, что его знают очень многие. Слышали эту фамилию, не так ли? И он, в общем-то, стал одним из символов поражения нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Так сложилось. Военным-то был, если абстрагироваться от того, чью сторону он занимал, умницей, отличным солдатом. Не без своих тараканов, но тем не менее. Такой противник достоин уважения. Впрочем, если уж развивать про тараканов, то нужно вспомнить две вещи. В Сталинграде Паулюс, когда понял, что все бесполезно, передал командование генералу Роске, фактически выйдя из игры. Фельдмаршал сдался в плен. Если уж говорить об офицерской чести, то он должен был ликвидировать сам себя. Но не будем судить немца, уже не стоит. Лучше расскажу, чего это он так оскорбился, когда его брали в плен. А начать нужно, конечно же, с небольшой предыстории, чтобы понимать всю ситуацию. Фридрих Паулюс был одним из разработчиков плана Барбаросса и любимчиком Гитлера. Адольф боготворил военачальника, назначил его командующим 6-й армией и присвоил звание генерала. На таких вот регалиях Фридрих попёрся на Волгу, чтобы устроить там очередной блицкриг. 2 года войны так и не научили немцев тому, что русские стоят до конца, бьются за каждый дом, за каждый клочок родной земли. Именно так было в Сталинграде. Речь не шла о районах. Немцам приходилось воевать с домами, в каждом из которых держала оборону всего-то по 10-12 солдат, а то и меньше. В общем, время шло, а Паулюсу нечем было похвастаться. Стало холодать. Немцы в летней форме мерзли, некоторые отправлялись в мир иной. Варианты были, например, можно было вернуться к своим. Там, если кто не знает, нацисты попали в котел. Паулюс, понимая, что против генерала Мороза он не сдюжит, попросил у Гитлера разрешения прорвать окружение русских и выйти к своим. Адольф здесь, наверное, доверился своим эмоциям, очень уж не хотелось сдаваться, нужен был Гитлеру Сталинград. В январе 1943 года Паулюс дал понять, что толку не будет. Адольф же настаивал на своем. Сообщил Фридриху, что тот награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту, что Паулюсу присвоено звание фельдмаршала. Кроме того, Гитлер обещал, что вышлет подкрепление, в том числе с воздуха. Фридрих, конечно же, все сразу понял. Ему нужно было воевать до конца, погибнуть от пули русских или в самого себя выпустить снаряд. Немецкий фельдмаршал выбрал третий вариант. Старший лейтенант Федор Ильченко с товарищами проводил зачистки одного из районов Сталинграда. Где-то немцы сопротивлялись, где-то сразу сдавались в плен. В одном из домов, недалеко от вокзала, Ильченко наткнулся на группу немецких офицеров, переодетых в солдатскую форму. Военные быстро были разоблачены и допрошены. Один из офицеров рассказал, что неподалеку есть штаб. Ильченко пошел туда, но из дома штаба стреляли. Пришлось открыть встречный огонь. Спустя некоторое время из штаба начали сигналить фонариком. Это означало, что немцы готовы к переговорам. Федор Ильченко выступил в качестве парламентера. Дальше случилось то, о чем я уже говорил. Фридрих Паулюс заявил, что не уполномочен вести переговоры. Этим делом занялся генерал Роске. Но советский старлей намекнул, дескать, если в помещении присутствует фельдмаршал, то нечего с генералом капитуляцию обсуждать. И тут Паулюс уже сильно обиделся, потому что не желал общаться с сильно младшим по званию. Ильченко ушел из дома, точнее из подвала дома, где осталось много немцев. На смену Федору пришел полковник Винокур, замполит бригады. И после этого Паулюс стал водить носом. Только когда в подвале появился генерал, Паулюс согласился подписать документы о капитуляции. Таков был фельдмаршал. Он, кстати, в СССР был в вполне приличных лагерях, в частности в Красногорске и в Суздале. Как сложилась судьба фельдмаршала? На Нюрнбергском процессе Паулюс был свидетелем обвинения. Он показал, что никакого превентивного удара со стороны Гитлера не было. Паулюса после выступления в Нюрнберге перевели в Москву. Сталин запретил судить своего личного пленника. На одной из партийных дач фельдмаршал изучал марксизм-ленинизм. При пленнике был повар, врач, адъютант. Паулюс лечился в Ялте, а потом уже после ухода Сталина немец поселился в ГДР, где читал лекции и жил в вилле под Дрезденом. Нужно отдать должное, что фельдмаршал до своего ухода из жизни до 1957 года был пацифистом, выступал за мирное сосуществование народов. А был ли у него другой выбор? Делитесь своим мнением в комментариях.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.